Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим очередные стоковые обновления для смартфонов Xiaomi. Я вам расскажу, что интересного за последнее время повыходило, ну и в принципе, что можно из интересного прикрутить на свое устройство. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, новые обновления, которые выходят на наши смартфоны, они не всегда несут в себе кучу всевозможных фишек, новшеств, ну и каких-то улучшений. И потому зачастую приходится многим пользователям Xiaomi, ну, скажем так, донастраивать или же доустанавливать какие-то приложения. Сегодня мы рассмотрим рабочие столы и также рассмотрим такую тему, как можно установить размытие для рабочего стола. Ну и первое, с чего мы с вами начинаем, и что в принципе нам сегодня потребуется, это рабочие столы. Что для смартфонов Xiaomi Redmi, что и для смартфонов Poco. Из такого интересного, что реально добавляется в этом обновлении, это то, что когда мы с вами активируем жест вниз по рабочему столу, у нас проявляется, скажем так, уже усовершенствованная модель AI ответов. И то есть вы видите, что уже здесь всплывашка AI, а не вот сверху, как она была ранее. Мы на нее нажимаем, и AI ответы у нас проявляются. Кроме этого, для того, чтобы получить обновленный вид AI ответа, вам необходимо, конечно же, доустановить ленту виджетов. Если же в целом вас интересует вопрос, что по оптимизации, что по быстродействию и вообще в принципе, если какие-то нарекания на работу этой версии, я вам скажу так, что если у вас устройство с HyperOS 2, никаких нареканий нет. Если, конечно же, вы будете ставить это все на HyperOS 1, там будут определенные проблемы. И многие в комментариях, считают, верят, что разработчики этот момент должны исправить. Но я хочу вас разочаровать. Они это, к сожалению, исправлять не будут, потому что лаунчер заточен, конечно же, под HyperOS 2. Еще многих интересует вопрос, что касательно расположения объектов в недавних. Потому что многие ждут, надеются, что добавится третий стиль. Но, увы, как вы видите, ничего такого у нас пока что не предвидится. Но я надеюсь, что в будущих обновлениях разработчики таки смогут всю эту историю добавить. Так что по рабочему столу именно на смартфоны Xiaomi я вам ставлю отдельный лайк. Ну а теперь мы с вами уже рассмотрим следующую историю, которая также напрямую связана с рабочим столом и с другими системными компонентами. Для этого вам будет необходимо обновить приложение Always on Display и редактор экрана блокировки, обновить, получается, нужное приложение темы, и соответственно нужно еще будет поставить приложение Mi Wallpaper. То есть это все стоковые приложения, которые у нас являются официально от компании Xiaomi. Опять же, вы в комментариях можете подумать, для чего это все. Опять же, если вы хотите здесь и сейчас это все попробовать, пожалуйста, мы с вами это все делаем. Если вы хотите дождаться, когда-то там разработчики все же родят эту историю, пожалуйста, вы можете дожидаться официального способа. Мы же с вами делаем следующее. Получается, как только вы обновили все приложения, о которых я вам только что рассказал, и важно, если вы хоть про одно забыли обновить приложение, то, соответственно, у вас ничего не проявится. Дальше вы заходите в раздел персонализации и кликаете по правому экрану. Далее внизу у вас есть эффекты обоев, и тут смотрите, по стоку у нас всегда была прокрутка обоев. Но, как вы понимаете, это не слишком интересно. И вот с этими всеми телодвижениями, которые мы только что с вами сделали, у нас с вами добавляется размытие обоев. Но, скажем так, где-то я тоже уже такую опцию видел. Все вы понимаете, к чему у меня сейчас идет отсылка, но как бы что есть. Кроме этого, если вам неудобно заходить постоянно в раздел персонализация, там что-то искать, разработчики продумали еще хитрую вещь. Делаем вот такой щипок, внизу нажимаем эффекты и, пожалуйста, размытие обоев. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, раньше тут было 3 ползунка, теперь их стало 4. Ну и плюс еще разработчики чуть-чуть обновили все эти иконки. То есть иначе теперь выглядят обои, виджеты и настройки. И так что в целом вы можете попробовать себе прикрутить всю эту историю, потому что действительно это очень крутая кастомизация. Если вас заинтересует вопрос, а на все ли устройства это можно прикрутить, я вам даю ответ, конечно же нет. Из того, что я тестировал, это Xiaomi 15, это Poco F6, на этих аппаратах вся эта тема работает. Еще кто-то писал, что на Xiaomi 14T и 14 Pro также эту тему можно завести без проблем. Ну а там уже пробуйте на других аппаратах и отписывайте в комментарии. Следующая же тема, которая у нас также обновляется, это приложение Галерея. И да, хоть на нее частенько приходят новые версии, но не все замечают, что же нового тут проявляется.
Получается, у меня версия HyperOS самая крутая, у которой там и Xiaomi Hyper этот AI присутствует, и в общем все там фишки искусственного интеллекта. И что у нас в этой версии проявляется? Ну давайте, допустим, возьмем какой-нибудь скриншот вот по типу такого, как защита батареи. Опять же, вы можете абсолютно любой брать скриншот. Далее мы с вами делаем удержание по тексту, после чего вы видите, у нас есть такой раздел, как Hyper AI. И дальше мы с вами на него нажимаем. И вот тут уже у нас проявляется искусственный интеллект-писатель. То есть это то, о чем я рассказывал вам ранее, что должно проявляться в новых версиях. Опять же, если ваше устройство будет эту всю тему поддерживать, пожалуйста, с помощью обновления галереи вы потенциально можете получить новую фишку ИИ-писатель. Тут получается, вы можете делать корректуру, конспектирование, расширенный какой-то текст, ну и, конечно же, выполнять его доработку. Да, прикольно, да, интересно, и хотелось бы, чтобы не только на тех же флагманах вся эта история проявилась. И плюс еще также этот ИИ-писатель можно активировать в приложении заметки. Когда у вас написанный огромный какой-то текст, вы, соответственно, сможете после этого применять эту данную фишку. Опять же, считаю, что на пару раз ее хватит, ну а дальше, возможно, кому-то она понравится. И кто-то ее будет использовать на постоянке, ну а кто-то про нее просто забудет. Еще также разработчики обновляют и приложение безопасность. Опять же, хоть версии у нас там уже самые новые, самые свежие, я лично ожидал, что ну хотя бы для там новых аппаратов того же 24 года добавят что-то новое, что-то интересное. Но, к сожалению, если брать тот же, к примеру, смартфон Poco F6, ничего нового там не проявляется. Опять же, многие ждут, многие хотят такую фишку, как информация о батарее. То есть это ее состояние, это циклы, дата изготовления и первое использование. Опять же, данную тему все взяли с iOS, понятное дело, но я считаю, что какой бы там ни была она на iOS, ну или в принципе, где бы она первой не появилась, это не отменяет того факта, что это очень удобная опция. Об этом я еще рассказывал при распаковке Xiaomi 15, где сказал, что это очень удобная тема на будущее, когда вы условно продаете или покупаете Xiaomi на вторичном рынке. По всему остальному в плане безопасности, к сожалению, разработчики ничего прям сверхнового такого и кардинального не добавляют. Где-то там в недрах Activity Launcher можно понаходить скрытые разделы, которых нет у нас именно в главных настройках. Но пока что они особой какой-то такой картины при пользовании смартфоном менять не будут. Собственно, на сегодня это и все интересные стоковые обновления, которые можно прикрутить на свое устройство Xiaomi. Мне лично добавилась фишка добавления размытия для рабочего стола. Я думаю, что это весьма интересно, и кто-то для себя позаимствует эту фишку и будет использовать на постоянке. Пока что, как вы видите, у нас некое такое затишье в плане компании Xiaomi. Они провели презентацию, они рассказали, чего стоит ожидать, ну и ушли, скажем так, в подполье. Так что теперь ожидаем чего-то нового, интересного, новых обновлений, ну и тому подобное. И потому, чтобы быть в курсе всей актуальной информации о Xiaomi HyperOS, не забудьте подписаться на этот YouTube канал и наш Telegram канал по ссылкам в описании. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Just like a fire.